Друзья, рада вас снова приветствовать. Сегодня будем рисовать такой теплый морской солнечный пейзаж. Работа будет сложная, но надеюсь, у вас у всех получится. Использовать будем всего 4 краски. И рисовать будем, как всегда, на моей любимой бумаге. Это от St. Cuthbert's Mill, Sanders Waterford, 300 грамм, среднее зерно, High White. Всем удачи, надеюсь, у всех получится. Итак, с помощью маскировочной жидкости я нанесла будущие блики. Как только маскировочная жидкость полностью высохла, я помещаю лист в воду. В моем случае это ванну. Пластиковый планшет, на который я буду класть лист, и краски. Краски, которые я буду использовать в работе. Это кадмий желтый, кадмий оранжевый, кадмий красный и ультрамарин. Хочу обратить ваше внимание на то, что все кадмии, они укрывистые, то есть плотно покрывают бумагу, такие плотные, непрозрачные. Об этом говорит черный квадратик, который полностью закрашенный. Ультрамарин полупрозрачная краска, у нее квадратик закрашен наполовину, вот если вам видно. И что хочу сказать по поводу таких непрозрачных красок, их лучше использовать в один слой. То есть если вы будете рисовать этими красками многослойную живопись, то получится непрозрачная акварель, глухая. Я рекомендую 1 либо 2 максимум слоя делать, используя краски, начиная со слова кадмий. То есть все кадмии, они плотные. Других цветов у нас не будет. Я пошла замачивать лист. Увидимся. Я достала лист из ванны, из воды. Он абсолютно мокрый. Я накрываю его хлопковым полотенцем. И, как вы уже знаете, движениями от центра к периферии я выгоняю лишнюю воду из листа, одновременно приклеивая лист к планшету и убирая лишнюю влагу. Готово. Каждый раз перед началом работы вы должны для себя поставить какие-то определенные задачи. Определить, что у вас будет первостепенное, что второстепенное, где будет фокус, где расфокус. Здесь обратите внимание на вот эту часть темную, чтобы ее рисунок, ее конфигурация выглядела красиво. То есть смотрите это как объект. Вот это вот песок, предлагаю его рассмотреть как объект. Подозреваю, что вот эта волна, да, вот этот затек, он не очень, как сказать, форма его не очень грациозна, да, как блин такой. И, наверное, поэтому я его сделаю в расфокусе, то есть не будет четкой границы между песком и вот этим наплывом, а сделаю четкую линию вот здесь. То есть зритель пройдет сквозь вот этот наплыв и прямиком устремит свое внимание к солнцу и вот к этой освещенной части. То есть моя задумка будет такой. Но как пойдет дело во время процесса, это мы уже увидим позднее. Пока так, ориентируюсь на это. Я беру флиц из козы и смочу чистой водой небо. Напомню, что моя бумага за счет того, что она полежала в воде, я протерла ее полотенцем, она у меня приклеена к планшету. За счет этого я обхожусь без бумажного скотча. Так. Беру какую-нибудь широкую кисть, это может быть даже моя китайская каллиграфическая. В данном случае можно использовать тот же флиц из козы, только поменьше. Так, а этот флиц я подложу под
планшет, так как у меня планшет обычно под небольшим наклоном, где-то 30 градусов, чтобы вода не скапливалась в листе, а спускалась вниз и не образовывались пузыри. Но когда я рисую солнце, я кладу планшет ровно, абсолютно горизонтально, чтобы солнце не стекало вниз, а было ровным. Беру кадмий желтый, каплю кадмия оранжевого, побольше воды. В правой руке у меня кисть, в левой у меня полотенце или салфетка, чтобы я промокала лишнюю влагу. Намечу, прицелюсь, пристрелюсь. Так, определюсь, где у меня будет солнце, где больше всего бликов у меня накапано. И рисую круг. Не оставляйте очень маленький круг, так как солнышко будет затекать, и круг будет все уменьшаться, уменьшаться. Если вы очень сделаете маленькое первоначально солнышко, оставите белый круг маленький, то в результате он может вообще затечь и не останется ничего. И придется воспользоваться бумажным полотенцем, салфеткой, чтобы вот так вот промакивать, возвращать на место солнца. Так, чуть-чуть добавила кадмия оранжевого, кадмия красного. Переход к синему небу я делаю через кадмий красный. Так как, если вы, наверное, знаете, смешать желтый с синим, получится зеленый. А если в этот зеленый добавить кадмия красного, то получится нейтральный серый. Я не буду делать яркий синий, такой насыщенный, так как эта картина больше строится на монохроме. Итак, небо у меня будет ультрамарин, желтый и красный. Побольше ультрамарина. Варьируя эти цвета, вы уже смотрите, какой получается оттенок, и добавляете либо больше того, либо другого. Возьму чуть плотнее, погуще ультрамарин, кадмий красный. И желтый.
Кстати, можно, как я показывала в уроке «Вперед к солнцу», как, кажется, так он называется, нарисовать сначала желтый цвет, желтый свет, высушить и уже вторым слоем рисовать вот синие темные части. Еще погуще намешаю пигмент, чтобы усилить тон в уголках. Чем гуще у вас раствор, ваш пигмент, тем темнее и плотнее будет цвет. Можно взять какую-нибудь любую сухую кисточку, пошире желательно, и немного вот так разогнать краску, сделав наш градиент более плавным. Так. Далее, пока небо еще до конца не высохло, я нарисую горы. Но смотрите, чтобы сильного блеска не было на бумаге, чтобы немножко краска просела в лист, чтобы прям луж не было, иначе горы наши поползут, как ежики, на небо. Беру кадмий оранжевый, кадмий желтый. В общем, я использую все цвета сразу, просто и немного синего, ультрамарина. Просто я варьирую, какого-то больше. В данном случае у меня больше кадмия желтого. Чуть больше кадмия оранжевого и кадмия красного дальше. Даже вот кадмия красного больше, а не оранжевого. Так, чуть-чуть больше ультрамарина. Я наклоняю планшет рукой в ту сторону, которая мне необходима. Далее мне нужно сделать пигмент гуще, как гуашь. Я прям намешиваю такую консистенцию, как гуашь и как крем. Мы идем от светлого и теплого к более темному и к более холодному.
Далее переходим к морю. Начиная также со светлых участков, той же синтетической кистью возле горизонта. Так как тут все у нас еще мокрое, может сильно подтечь, поэтому я использую синтетическую кисть, так как она содержит меньше воды, больше пигмента. А здесь нам как раз необходимо в кисти иметь как можно меньше воды, чтобы наше море не потекло на небо. Оно немного потечет, но ничего страшного, не так сильно. Можете дождаться, пока высохнет небо, и уже по-сухому начать рисовать море. Но я люблю все делать по-сырому. Потом попробую эту линию подправить. Если где-то сильно затечет, потом буду подправлять. Обычно синтетической кистью я рисую только там, где у меня горизонт. Где есть опасность, что краска сильно перетечет из моря в небо. А потом я снова вооружусь своей китайской каллиграфической. Но буду периодически возвращаться к линии горизонта и ее подправлять. Повторюсь, если вы боитесь, сомневаетесь или вам просто не нравятся такие расплывчатые края, вы можете дождаться, пока ваше небо полностью высохнет, и уже рисовать по сухому море. Где-то я оставила белые непрокрасы. Они будут играть роль бликов. Надо правильно подобрать цвет. На это может уйти какое-то время, чтобы не было грязи. Обратите внимание, то, что море вот в этой части темнее, чем горы. Следите за тоном. Сильно здесь потекло. Пока не знаю, как с этим справлюсь. Пока подожду. Дальше, меняя направление, уже от горизонтального направления я перехожу в такую диагональ. Так, тут у меня будет темная волна. С края я не буду оставлять просветов, чтобы все внимание было здесь сконцентрировано.
немножко здесь светлый будет участок. Где-то уберу такие четкие границы, а где-то оставлю. Человечка я закрашиваю, он будет у нас темный. Также ничего страшного, если мы зайдем на песок. Он у нас все равно будет темней. Мы, наверное, еще сделаем подложку. Вот здесь только не заходим на песок, потому что у нас тут будет четкий край. Так, сейчас попробую немножко снять. Тут было слишком много воды на небе и очень сильно расползлось. Потом еще мне придется вернуться к этому участку. Ну вот видите, уже вполне себе нормально. Но оно потечет еще. Это еще не конец. Если правильно взять первоначальное соотношение воды и пигмента, то есть если тут много воды, а здесь взять совсем густо, то в принципе можно добиться того, что и не придется подправлять вот эту линию, то есть само все ляжет. Еще чем быстрее мы делаем движение, тем меньше шансов, что у нас все растекется. Желательно движения делать такие быстрые и смелые. Но понимаю, что это на первых порах очень сложно. Даже мне бывает иногда сложно, особенно когда уроки записываю. Так, продолжаем. Напоминаю, что тут у нас остается белая часть. Так, там вот какие-то волны, я уже, честно говоря, запуталась в них, поэтому не буду акцентировать внимание на движение там. Так, пока у меня не высохло здесь, к этой части я потом вернусь. Так, пока. Так. Беру снова синтетическую. Водички. Сразу налью сюда воду, потому что здесь будут волны. Можно добавить им желтого цвета. Там где-то тоже будут. Ну ладно. Прям льем воду и раздвигаем красочный слой. Теперь возьмем более густой пигмент, ультрамарин, с оранжевым, чтобы нарисовать темные части под волной. Чем хороши краски из тюбиков, тем, что есть возможность набрать вот именно такой густой пигмент консистенции крема или сметаны. Слишком синий получился цвет, он выбился из общей гаммы. Вот здесь. Сейчас мы немножко его перекроем.
Там такая полоса почти прямая идет к солнцу. И еще немного воды, чистой воды. Над темной частью. Вот над этой темной мы добавим воды. Это будут наши пены. Здесь под пеной тень. Возьму кисть потоньше. Можно даже плоскую, синтетическую. И вот прорисую здесь отжатой кистью такие светлые полосы. Еще хочется водички. Тоненькой синтетической сейчас поделаю такие движения здесь. Так, смотрим направление. На горы можно попробовать побрызгать из пульверизатора, если еще не поздно. Сейчас я прикрою область вокруг. Возьму пульверизатор, желательно, чтобы он был мелкий. Если он крупный, то брызгайте вверх, чтобы капли получились мелкие. У меня не очень мелкие. Такой дождик. Все, пусть этот эффект работает, а мы будем работать дальше сами. Так, здесь в углу я хочу сделать, как я уже говорила, в расфокусе. У меня не будет границы между вот этим блином, как я его назвала, и песком. Попробую
сделать так. Тут нужно поторопиться. Намешиваю сначала теплый цвет. Сначала можно было водой просто здесь так пройтись. В любом случае здесь будет фокус за счет того, что у нас блики. Но просто не хочу вот эту линию делать четкую. Но если вы красиво вывели вот эту вот линию, то можете сделать ее более четкой. Краю темнее и больше ультрамарина, темнее и холодней. Но не забываем, что все-таки картина не очень яркая. Не делаем такой открытый ультрамарин, а глушим его, приглушаем теплыми цветами. Давайте тоже движения будут направление не горизонтальное, а вот туда, к солнышку. Так, тут тень под волной. Тут тоже темные такие участки. Довольно такая сложная эта часть. Я предлагаю ее сделать так довольно абстрактно, без прорисовки. Потом мы еще побрызгаем на нее, чтобы вообще увести. Так, и теперь я перехожу к песку. Я нарисую первый слой. Он будет такой самый теплый. И как раз я соединю сейчас первый слой с вот этим затеком. Так. Если вы прищуритесь, вы увидите, насколько песок на самом деле темный. Насколько он темнее, чем океан. Так, там песок пусть тоже соединяется с морем, с океаном, вернее, пока океан еще не высох. Тут я хотела более четкую линию. Я вторым слоем ее потом сделаю. Так, тут я тоже соединяю. Тут у меня будет расфокус. Так. Чуть больше красного. Потом дадим второй слой, уплотним песок.
Скорее всего, здесь я уже не буду давать второй слой, только с этой части. Так что здесь мне надо уже сейчас набрать достаточно тона. То есть сделать достаточно плотным и темным. Ну, а здесь уже можно не стараться делать очень темным. Сделаем просто подложку для второго слоя. Так, хочется мне еще вот тут. Так, и тут тоже надо сделать темный. Где-то я ставила светлый край. Быстро беру синтетическую кисть, самую тоненькую. Намешиваю густо-густо ультрамарин с оранжевым. И рисую тень. Так, слишком много ультрамарина. Тень под волной. В тех местах, где мы планировали делать акценты. Чтобы внимание зрителя было направлено туда, куда нам нужно. Да, вот это очень сложная штука. Возможно, вы попробуйте нарисовать вообще без этого заплыва, залива, вернее, без этой волны. Может быть, даже будет лучше. Затемню ее снизу, чтобы как можно меньше внимания она привлекала. Вижу под солнцем тут светлую часть. Отжатой кистью синтетической я выберу, попробую выбрать этот цвет. Можно салфеткой, сухой чистой салфеткой. То есть у нас получился здесь самый контрастный участок, самый тут у нас свет, тень и самый жесткий, как раз чего мы и добивались. Теперь я немного подсушу лист и побрызгаю сюда.
Так. И сюда можно покапать, чтобы создать текстуру песка. Теперь высушу феном. Можно еще немного эти тени потянуть вниз. Прям пальцами. Итак, я высушила лист. И кто-то может подумать то, что достаточно такой яркий песок, его можно оставить как есть. Но если вы прищурите глаза, посмотрите на фотореференс, либо на натуру, вы увидите, насколько песок темнее всего. Темнее вот дальних холмов, темнее вот этой части воды, даже темнее вот к краю океана. Поэтому я буду наносить второй слой. До этого я хочу немного смягчить края вот этих бликов. Я стерла маскировочную жидкость прям пальцем. Можете это делать ластиком, но я люблю руками. Беру меланиновую губку. Многие, наверное, уже знают, что это такое. Я ее намочила в чистой воде, вытерла, отжала, лишнюю жидкость убрала. И смягчаю края этих бликов. Приближу. Беру кусочек, мочу, вытираю салфеткой. Вот, появилось такое свечение, довольно-таки удачное. Приступаю к песку. Немного смочу верхнюю часть, так как я не планирую здесь уплотнять. То есть тут я ставлю, слегка, наверное. В общем, я смачиваю, чтобы не было такой четкой границы. И беру густо все те же цвета. Кадмий оранжевый, ультрамарин, кадмий красный. Нам надо получить коричневый. Не буду смачивать. Да, я смочила вот возле берега, и это даст нам плавный переход к воде.
Полусухой кистью я поделаю такие движения. Видите, остаются непрокрасы. Тут я смочила, чтобы более плавный был переход. Небольшую фактурку можно показать, да, полусухой кистью. Теперь делаю тон еще плотней, еще больше пигмента, меньше воды. Еще раз пройдусь темным. Оставляю, видите, непрокрасы, нижний слой. По краям этого я уже не делаю. Практически так все полностью закрасила. Так, сейчас можно побрызгать немного. Такое вот направление. Сейчас попробую передать еще. Клоню планшет, полью водички. И нарисую серфера. Возьму кисть, у меня китайская каллиграфическая, тоненькая, длинненькая.
Какая-то от него как раз тень упала сама по себе. Немного сверху я добавлю водички, чтобы пятно было не совсем однородное. Со стороны солнца я так чуть-чуть его освечу. Сейчас немного подсохнет, и я еще покапаю на песок. Некоторые все-таки вот эти вот непрокрасы, просветы я хочу убрать. Чтобы не рябили. Особенно на дальнем плане. И осталось нарисовать птичек. Нарисую эту более теплым цветом, больше оранжевого. Той же китайской каллиграфической. Так. Можете использовать такой лайнер, длинную тонкую кисть. Вот этой отражение есть. Я смочу водой, и от этой можно тоже отражение нарисовать. И попробую нарисовать отражение. Тут, наверное, я... ладно, оставлю как есть. Так, и еще прям капельку можно побрызгать. И все, можно сказать, что работа готова. Нет, не готова. Еще немного возьму. Такой светлый-светлый тон. Вот тут какие-то движения поделаю, потому что совсем такой белый голый участок. Полусухой кистью. И эта же полусухая кисть может пойти сюда. Тоже фактурка такая будет. Немного усложним. Не перестараться. О. Видимо, будет еще одна птичка. Так, ну все. Птичку нарисую потом.